1700 студентов, и сейчас еще порядка 1200 учатся у нас в онлайн-формате. Наша основная миссия — помочь Украине стать IT-страной. Мы делаем это через наши образовательные продукты, через VoIT Club, который комьюнити наших выпускников для того, чтобы помогать им дальше двигаться в IT-сфере. Вот. И мы поддерживаем идею не образования ради образования, а образования ради результата. И у нас есть отдельный карьерный сервис, то есть команда людей, которая занимается непосредственно выстраиванием взаимоотношений с IT-компаниями и трудоустройством этих людей в эти компании. Вот. И вот мы недавно делали замер, у нас процент трудоустройства выпустившихся после 4 месяцев после окончания курсов на уровне 82%, что достаточно высоко, и мы хотим придерживаться этой планки выше. Вот. И какую проблему мы увидели в том, что вот то, что Ваня рассказывал, в частности, вовлеченность людей, которые приходят и учатся там 2-3 раза в неделю с домашними заданиями, она очень много факторов, которые отвлекают. Вот. И вот, ребят, можете сказать тоже, кто из вас нанимал джунов себе в команду? Да, вот много людей вот с этим сталкивались. И вот их много на рынке вообще, если вы так понимаете, хочу джуна, их много, а качественных. Вот реально одно и то же самое, как вы слышим, да? Вот это как раз каждый оценивает по себе, да? Ну, не знаю, там мясо по нажористи. Но, скорее всего, в его скиллах и вашем желании его брать и готовности его выполнять конкретные задачи, которые вы перед ним ставите. Вот. И мы сейчас смотрим, изучаем best practice во всем мире и смотрим на формат образования, так называемый bootcamp. Вот то, что мы говорили, когда это формат полной вовлеченности, грубо говоря, там 40-50 часов учебной недели, когда люди приходят и проходят через полный экспириенс от нуля до выполнения какого-то проекта, да, который можно положить в портфолио. То есть от простого к сложному. И вот они целый день как бы под надзором там делают плавное программирование, учатся планировать там по agile, учатся подревьюить друг друга и так далее. Вот. И, собственно, наша там сейчас задача, почему я хочу обратиться к вам, мы ищем экспертов и людей, которые давно в индустрии, у которых есть собственное видение на то, каким должен быть вот этот вот идеальный Scrum Junior. Миша Портник на обеде сказал, что идеальный Scrum Junior это middle. Вот. В чем, наверное, я с ним тоже согласен. И вот наша как бы задача за 3 вот этих интенсивных месяца вот, выпустить вот такого Scrum Junior. И мы на следующей неделе собираем такую у себя на базе в нашем офисе на Печерске, собираем такую как бы брейнсторм-группу, с которыми хотим понять, в чем именно, какими скиллами должен обладать этот джуниор, какие там технологии он должен знать, какими качествами он должен обладать. Вот, ребята, у кого есть там желание прийти к нам на пиццу, да, в формате 1,5 часа, познакомиться с другими экспертами тоже, которых мы пригласим, и вот высказать тоже свое мнение по этому поводу. Немного, да, желающих? А с чем пицца будет? Пицца будет, но вопрос не только за пиццей, а есть ли у вас желание в этом поучаствовать. Вот, если есть, очень рад буду, находите меня, я тут еще какое-то время буду находиться, будем рады. Вот. Ну, в принципе, у меня все, спасибо большое. Да. По Ruby еще нет курсов. У нас сейчас есть QA направление, есть Java направление, есть фронтенд. В этом году мы Ruby тоже будем делать. Опять-таки, вот, да, хороший вопрос, спасибо. Курс по Ruby, мы почему его не запускаем, потому что не будем делать ни один из курсов, пока у нас нет классных экспертов. То есть, если там вот вы или кто-то еще есть желание сделать курс вместе с нами по Ruby, мы очень будем вовлечены и поможем, можем делать совместно. Спросите вам на Ruby Garage. Да, я уже общался с этими ребятами. А вы не хотите еще, знаешь, как вам судьба больше? Будете еще снимать эту на камеру и пригласить Ксюшу Собчак? А это одно из... Как вы хотите?
знаете.